ТВ-бокс на Snapdragon 8 Gen 1. Наконец-то эра пошла вперед, сказал бы я, но не все так просто. Когда вам Технозон говорит, что невозможно на текущий момент построить ТВ-бокс на Galaxy, оговорочка по Фрейду, нет, на Snapdragon 8 Gen 1, да вообще на любом Snapdragon после 810, то я же говорю, это не просто так. И я уже выпускал про это видео. Был единственный ТВ-бокс на Snapdragon, это Razer, да, там определенный, Razer Forge был один. И все, его после этого забросили, эту затею. Но тут вот мне скидывают после моего видео про это, скидывают ссылку на вот этот вот ТВ-бокс. А там реально S22, Android TV-бокс на Snapdragon 8 Gen 1, 8 на LPDDR5 памяти, гигабайт памяти, 128 гигабайт хранилища. Прям невероятно крутой и мощный. И думаете, что эра M-лоджиков прошла? Нет. Я вам сегодня покажу, что это. Это не ТВ-бокс вообще. Как класс, это вообще другой тип устройства. Да и плюс есть много нюансов, которые очень сильно опасны в этом устройстве. Это раз. Во-вторых, обман это два. В-третьих, эта штука умерла у меня на второй день. Да, она на текущий момент не включается, я уже потом ее разбирал, пытался найти хоть какие-то моменты, но она была заблокирована удаленным администратором. А вот каким удаленным администратором мы сейчас разберем в этом обзоре, конечно же, если вы подпишетесь, нажмете колокольчик. Ссылки на него, где не стоит это покупать, ну, хотя если вы хотите, покупайте, конечно, в описании под видео. Также там есть ссылки на нормальные ТВ-боксы по нормальной цене. И, конечно же, есть промокодик, если вы закупаетесь на aliexpress.com, либо на technozone.com.ua. Ну что, перейдем, посмотрим наше доказательство. Мы его разберем, покажем, что внутри детально. И, конечно же, сделаем потом выводы. Технозон. Ну и вот ты такой смотришь на AliExpress, $115, и первое, что бросается вам в глаза, S22 Android TV Box. Ну они, видите, они так не пишут Snapdragon, они очень тщательно скрывают этот весь капец, потому что Dragon 8 Gen 1, Gaming System 8 на 128, поддерживает Genshin Impact, Switch, PSP эмуляцию и тому подобное. PC режим. И ты тут уже начинаешь смотреть чип Snapdragon 8 Gen 1, 8 гигабайт LPDDR5, плюс 128 гигабайт UFS. Думаешь, нифига себе, а Bubble говорил-то, ТВ-боксы невозможны на 8 на Snapdragon, они-то вот они, и счастье-то какое пришло, и тут много чего, и немного чего. Потому что когда вы включаете вот это все, а я вам сейчас буду показывать именно фотографии, именно видео, то вы получаете вот это вот. Вы получаете Samsung DeX. И первое, что вы видите, когда включаете, ну вы поняли уже, да, почему я показываю, потому что он сгорел к чертям собачьим, и все, и продавец мне отказался что-то с ним делать. Короче, ты его включаешь, к чертям собачьим ты видишь Samsung DeX. Ты такой, какого хрена? А потом ты будешь видеть вот такую вот картинку. Я буду только картинками показывать, потому что эта фигня просто умерла после получаса использовать. Ты видишь такую картинку с Коди, с ретро-арком и тому подобное, и больше ничего. Потому что по факту, как только я туда забил Google аккаунт, то я увидел вот это вот. Он сразу же пришло обновление, прилетело. Он обновился и сбросился. Он мне не дал никакого выбора. Мне выдало экран Knox. И выдала, что вот, пожалуйста, нужно перезагрузить. Я перезагружаю, вижу вот абсолютно новый телефон Galaxy S22. При том, что этот телефон, я вам рассказываю, блоченный под американского оператора. И мне сразу же начала приходить вот такая вот штука, смотрите. То есть, пам! Knox Assist Intelligence. И все, и я ничего не могу. Он устанавливается моим админом, я ничего не делаю. Мой телефон был заблокирован сразу e-фото апдейтилось. Я сижу просто на это смотрю, и моя организация, это было закуплено под организацию. Это залоченные под организацию смартфоны, у которых даже нормального маркета нет. Потому что я когда заходил, видите, оно само устанавливает что-то в фоне. Я ничего не могу сделать. Моя организация имеет доступ к моей локации, моя организация имеет доступ к управлению моим смартфоном. Теперь далее. Ваш IT-админ может видеть ваши данные и активность на этом Galaxy S22. Какого хрена? Меня это сразу испугало. То есть, ребята, это не шутки. Смотрите,
коннект к твоему локальному этому. И пошло, короче, твои локальные данные. То есть тебя никто не спрашивал. Эта штука полностью загружается, собирает твои данные и просто-напросто обнуляется. Когда вы попробуешь что-то сделать, она обнуляется, сразу кнопка защита срабатывает и все. И на этом все. И ты такой, какого хрена? И сегодня она включилась именно в таком вот состоянии. То есть она горит, черный экран, я ничего сделать не могу, то есть сеть горит, как бы и все. Но что же они сделали внутри? Что же они сделали внутри? То есть, чтобы вы понимали, Samsung DeX это не про Dolby Vision, никакого Netflix вы здесь не посмотрите, вы даже нормально не посмотрите, там, допустим, с автофреймрейтом, ничего. Но нет интерфейсов у Snapdragon'ов, нету интерфейсов для поддержки TV-бокса строения. То есть, по сути, там нельзя завести полноценный HDMI с автофреймрейтом, с Dolby Vision, с HDR10+, ну нету у них этого всего, ну, блядь, какого хрена? Какого хрена? Давайте его сейчас разберем и посмотрим, что же там внутри, а потом сделаем выводы. Так возможно же все-таки ТВ-боксы на Snapdragon или нет? Так что давайте переходим, поразбираем его немножечко. Ну, во-первых, начнем с самого ТВ-бокса. Вот так вот он выглядит. Большая хрень с вентилятором активным. Два вот таких вот USB. И я знаю, что это такое. Это внутри DeX-станция стоит. Это LAN J45 на 100 мегабит. Type-C, через который выводится именно изображение. И все, больше ничего нет. Есть регульская кнопка. Знаете, какой пульт к нему дали? Вот такой вот MX3. Это древняя Гуана, которая стоит $3,5. Его надо выкинуть. Сразу говорю. Дали к нему вот такой вот HDMI кабель. Ну, у них туда без добра, хоть кабелем разжились. 4К 60 Гц. Это Type-C на HDMI. Это такой дисплей-порт на HDMI. Это даже черт знает что. Ну и в комплекте у нас еще нифига себе было. Знаете чего? Наклеечки вот такие вот. Охренеть, да? Вот такой вот дебильный переходник и вот такая вот подставка, чтобы он не перегревался. Прошу прощения. Был еще вот такой вот топовый хаб, чтобы вы понимали, ну, уровень, да? Да, и питание. А где питание его, кстати? Вот питание. Вот такая вот китайская хрень. Вилочку это я уже поставил. Вот такая вот китайская хрень. 12 вольт, 2 ампера. Вот такая вот полностью китайская хренюка. Зачем подставочка? Ну, наверное, чтобы не перегревался, да, там, каким-то образом. Это под лапки, да, у нас идет. Ага. Это... Для чего вот это фигня? Ну да, чтобы он не перегревался, наверное. Ну, короче. Фигня фигневая. При том, что пульт, кстати, регульский практически не работает. А как его разобрать? Вот это вот вопрос интересный, да? Как его разобрать? Сейчас мы посмотрим. Сейчас попробуем сколупнуть что-нибудь. Есть? Все, тихо. Ты что думаешь, мы тебя не достанем? Ни хрена. Достанем и посмотрим, что внутри. Я прям что-то уверен, что там будет две платы. Одна смартфона плата, а другая плата нашего любимого нашей любимой DeX-станции какой-нибудь. Вот прям я прям уверен, я вам серьезно говорю. Сейчас. Та-дам! Та-дам! Вот этого даже я не ожидал. Плата под низом. Вот это DeX-станция. Вот это DeX-станция. Это вообще непонятно, на что похоже. Мне надо до платы с процессором добраться. А ну-ка, снимаем момент истины. Все, короче, запаяно. Смотрите, через Type-C хаб сделано. Это просто трешак. Все вклею. Все вклею. Блин, я вообще не понимаю, что они сделали. Что они сделали? А ну, сейчас антенну снимем. Это такая подделка, твою мать, а? Ага. Хрен открутишь, называется. Что, села, да? Блин, ну очень хочу посмотреть. Ха! То, что я говорил. Здесь плата с S22. Видели? Даже остались шлейфы. На-экранные шлейфы. То есть вот эта плата с S22, на которую распаяна просто-напросто дополнительно через шлейф вот этот вот DeX-станция, да, через шлейф они сделали... Что это такое?
Что-то длинное такое они сделали. Что за эмуляцию, чего они сделали? Понять бы хочу разобрать. Вообще, вы поняли? Они просто-напросто сюда перенесли смартфон, вот вам и весь ТВ-бокс. Вот это, ну, мастера сразу узнают. Сразу узнают вот это вот чудо. А здесь у нас, наверное, нижняя часть. Что это такое? С кнопкой. Знаете, что здесь? Здесь у нас конденсатор, есть датчик температуры. Я так понимаю, что это они сделали управление вентилятором по факту. Ну да, сюда никакая шина данных не приходит. Да, здесь есть у нас кнопка включения питания, управление питанием, сделали развязку, и управление вот этим вот активным кулером по факту. Вот все, больше ничего такого не сделали. То есть здесь тупо плата S22, при этом она выпилена. Смотрите, здесь куска не хватает у нас. У нас все это подпилили, кастрировали, вот так вот сделали. Вот вам и весь ТВ-бокс на Snapdragon. Радуйтесь, ребята. И что самое интересное, я открываю процесс диспута, да, то есть рефанд процесс, пишу там, я его купил для обзора на YouTube, смотрите, там вся фигня. Прикладываю видео, пишу Total Defective, все. Не знаете, чего пишет человек? Мне он пишет, вообще, вот я сейчас контакт-селлер, вы охренеете. То есть это полный уровень бог, короче, знаешь, такие. Я ему скидываю, проблема, что сэмпл полностью дефективный. Он мне скидывает сайт. Вот этот вот сайт, я его перевел на русский язык, но он на китайском языке, где просто какие-то 6 инструкций по настройке первичной, по загрузке приложений, по удалению, инструкцию по реверсу. Что такое реверс вообще? Кто его? Менеджер ориентации экрана, чтобы вы понимали. Инструкция по отключению DeX. То есть вы отключаете DeX и попадаете вот в такой вот дебильный интерфейс. И больше ничего. На рефанды не отвечает. Я ему написал, типа, что вот все, он мертвый. Он сказал мне единственное, идите и читайте инструкцию. Все. Потом он прочитал про Black Screen и пропал. И продавец просто пропал. Я понимаю, что рефанд я не получу. И в конечном итоге это очередное гуано. Очередное гуано. Ладно, пошли делать выводы. В качестве выводов скажу, ребят, ну не бывает чудес, нет смысла делать. То есть купить S22 Galaxy заблокированные, либо вообще из-под ремонтов, либо вообще просто-напросто ворованные, и пытаться их вставить в какую-то коробку, ну это такое себе действие. В остальном все мы не то что не рекомендуем, мы просто против вот таких вот самоделок, которые еще и могут быть небезопасны для ваших данных, для ваших аккаунтов. Поэтому, ребят, это идет на свалку, мы уже хрен с тем рефандом, хрен с теми возвратами денег, мы просто-напросто на это забьем, а вам желаем покупать только проверенные продукты. Мы, в принципе, для этого и работаем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.